В секторе Газа разворачивается драматичная и напряженная ситуация, которая может навсегда изменить облик региона. По информации, просочившейся из британской газеты Sunday Times, Израиль готовит масштабный план разделения Газа на 3 изолированные зоны, усиливая военный контроль и перекраивая жизнь местных жителей. Этот шаг, сопровождаемый новыми военными операциями и сложными переговорами, держит в напряжении не только жителей региона, но и весь мир. Что происходит на этой земле? Какие силы движут конфликтом и есть ли надежда на мир? Северная часть сектора Газа, включая города Бейт-Лахия, Бейт-Ханун и Джабалия, должна стать зоной полного контроля израильской армии. Через регион протянется новый военный коридор Ницарим, который, словно лезвие, разрежет Газу с востока на запад, от границы до побережья Средиземного моря. Этот коридор станет не просто линией раздела, но и символом нового порядка, где передвижение между частями сектора будет возможно только с разрешения военных. На юге, в районе Рафаха, израильские силы уже закрепились год назад, а теперь их присутствие расширяется вглубь Хан-Юниса. Центральная часть Газа, зажатая между севером и югом, превратится в еще одну изолированную территорию, где жизнь будет подчинена строгим правилам. Этот план, который израильские власти называют «третьей фазой», выходит далеко за рамки временной военной операции. Армия готовится к долгосрочной оккупации, создавая постоянные базы и укрепляя позиции. Для подготовки новых путей снабжения и военных объектов потребуется не менее 3 недель, но это лишь начало. Даже если переговоры приведут к временному перемирию, израильские войска, судя по всему, останутся в регионе, контролируя ключевые точки. Цель ясна – ослабить влияние Хамас, разорвать связи между группами сопротивления и ограничить их доступ к ресурсам. Коридор Ницарим и укрепленные позиции на севере и юге – это инструменты для достижения этой цели. Но как это воспринимают сами жители Газа? Усталость и отчаяние сквозят в их словах. «Мы хотим просто жить», — говорят они. Обеспечивать еду для наших детей, не бояться за каждый новый день. Переговоры, которые возобновились в Дохе, для многих кажутся пустыми обещаниями. Каждый раз одно и то же, жалуются местные. Нам говорят о перемирии, но ничего не меняется. Гуманитарная помощь, которая должна поступать через 12 контролируемых пунктов, будет подвергаться строгим проверкам, что вызывает опасения, дойдут ли еда, вода и медикаменты до тех, кто в них нуждается. Жители Газа возлагают надежды на международное сообщество, веря, что внешнее давление может ускорить мирный процесс. Тем временем в Дохе идут сложные переговоры между Хамас и Израилем, где на кону обмен заложниками и временное прекращение огня. Эксперт по израильским делам Маджди Аль-Халби подчеркивает, что давление на обе стороны огромно. Соединенные Штаты требуют от Израиля завершить конфликт до конца месяца, а израильская сторона использует военные операции как рычаг, чтобы вынудить Хамас на уступки. По слухам, обсуждается временное перемирие на 60 дней, в течение которых стороны должны найти путь к долгосрочному решению. Среди возможных условий – уход Хамас из сектора Газа, включая вывод их лидеров и бойцов. Но такие предложения уже звучали раньше, и каждый раз надежды рушились, возвращая регион к хаосу. Америка играет ключевую роль в этом процессе, настаивая на своем участии в распределении гуманитарной помощи. Израиль согласился на американский надзор, что может стать первым шагом к более глубокому вовлечению США. Поговаривают даже о возможном вводе американских или международных сил для поддержания порядка, что позволило бы Израилю со временем сократить свое присутствие. Но такие планы требуют месяцев подготовки, и пока они остаются лишь на бумаге. Арабские страны и международное сообщество настаивают на создании палестинского государства как части любого решения, но Израиль, похоже, не готов к такому шагу. Что ждет сектор Газа в будущем? Израиль стремится перекроить регион, разделив его на 3 зоны, усилив контроль и ограничив свободу передвижения. Это не просто военная стратегия, а попытка изменить саму структуру жизни в Газе. Но для местных жителей, которые каждый день борются за выживание, эти планы — лишь очередной вызов. Несмотря на разочарование, они продолжают надеяться. «Наша вера в Боге», — говорят они. «Мы хотим,
чтобы эти переговоры наконец-то принесли мир. Ближайшие недели станут решающими. Смогут ли переговоры в Дохе открыть путь к перемирию? Или военные действия продолжат разрушать регион, унося с собой последние крупицы надежды? Весь мир наблюдает за Газой, где каждый день — это борьба за будущее. И пока исход не ясен, одно очевидно — люди этого региона мечтают о дне, когда их голоса будут услышаны, а их жизнь в безопасности.